Всем дорожилось, продолжим проходить Starfield. Вот, раз вроде микрофон работает, в отличие от утреннего стрима. Когда из-за бага у меня весь стрим, оказывается, микрофон не работал, я об этом даже не знал. Ну да ладно, с этим уже ничего не сделать. Отправляемся искать очередной артефакт. Где-то турель. Вы враждебный, нет? Враждебный. Минус песик. Так, моя подруга тут, да? Я уж подумал, что она тоже взлетела. Я не пойму, у меня тут сразу несколько зарядов, что ли, вылетает при выстреле из этой пушки. Я из нее до этого не стрелял. Это какой-то Орион. Энерговинтовка. Вроде неплохая. Так, тут еще мины. Похоже, и правда 2 пули вылетают. Так, а где чудо с 3 полосками здоровья? Было на крыше. Подруга, что ли, убила? Или он убежал? У меня, похоже, еще задание неактивно. Да. Найти артефакт. Понаставили тут мин. Привет. Даже не повернулся. Дисплей для шлема. Дипрекон. 44 защиты. Вроде неплохой шлем. Но, правда, без дополнительных бонусов. Поэтому навряд ли я его буду использовать.
Пока, наверное, не стоит туда подходить. Я вообще-то не хотел падать. Да ладно. Ловлю. Ну, почти поймал. Мины можно разминировать. Как разминировать? Можно их просто подобрать, пока они не взорвались. Кто-то мину на ребро поставил. Светлое пиво. Обойдусь. Это же аптечка, ну дайте ее взять. Пофиг мне на верстак. Нужна только аптечка. Ладно, пора внутрь. Еще два деления. Отлично. Урон 36, калибр 45. У меня сейчас вроде никакое оружие 45 калибра не использует. Хотя и пуль мало. Пистолет вроде неплохой. Best not to leave anything useful behind. Здесь вроде светло, можно выключить фонарик.
Вроде нормальный пистолет-пулемет. Более-менее пробивает. Так, куда ты уже убежал-то? Полетайте. Give up already. There was no other way. И сразу вышел. С кулаками повезло на меня. Хлебушек. Мне сыр нужен для одного исследования. Здесь только моти. Я что-то купил? Торговый автомат, 90 кредитов использовать. 90 кредитов удалено, а ничего не вывалилось. Не понял. Меня только что надули на 180 кредитов. Неужели тут никто не ел сыр? Даже апельсины есть, а сыра нет. Terminal on the catwalk. Worth investigating. Прямо тут взорву. Come on. There are worlds to conquer. Так, то все спуск вниз. Можно еще и наверх подняться. Hope you can succeed at that before we are discovered. Сайт Star. У меня, наверное, такой уже есть. Обновление настроек. Переключить настройки защиты текущего пользователя. Активировать.
Такие роботы мне вроде еще не попадались. Так, 3 с одной стороны нет больше. Значит, этот вариант не подойдет. Поспешим. Так, нет. Наверное, да? Немного лекарств и все. Заготовленные органы. 13 тысяч стоят. Это, видимо, органы для пересадки. Пистолет 46 урона, ультрамаг. Ну, такой же, наверное, как у меня. Ну, примерно такой же. На меня только не нападай. Зачем ему щиты на руках? Лучше бы, наверное, на тело их присобачено. Что там спасательное? Топор. Так, а здесь ведь тупик, да? Ага. Что ты там делаешь? Там кто-то спрятался, что ли? Ты еще по трупу стрелял? Или она на самом деле была жива? Мины. Заботиться о безопасности — это работа всех. Там баллон взрывается еще сзади. Видимо, баллоны с кислородом. Похоже, робот пришел. Мне бы немножко повыше подняться. Но при этом не подставляется. Френзи нож.
day. Пойду добью. Normal operations. Этого робота, наверное, тоже можно выпустить. In my experience, laboratories like this rarely produce anything. Тут дофига роботов. По-любому где-нибудь журнал лежит. Another way through here. Unsure where it leads. Привет, человек. Anything here worth taking? I hope wherever you store that the smell will not be an issue. Колючие отстойки с оружием. Лучше бы там был ключ от этого ящика. Ага, тут ключ подошел. Редкий дробаш, 100 ровно. Климатарный прицел, глушитель, тактический приклад, ЖК. Ну, он явно лучше моего. Да, у меня никогда не попадались эти дробаши. Теперь главное найти его. Какой-то он маленький, компактный. Нельзя покрутить. Так, ну и тут пещера, которая ведет к артефактам. Кто ее вообще тут раскопал? Здесь ведь больше других проходов нет, да? We should not leave valuables behind if we can avoid it. На ледяной планете лаборатория была побольше.
Неплохой дробаш. Блин, как же жалко, что эти гады ничего не оставляют после себя. Ну ладно, оставляют эту наркоту для восстановления суперсил. Ну, всего лишь одну штучку. Теперь нужно отвезти. Контрабанда есть. Населенная система требует сканирования груза корабля перед посадкой. Добавьте пункт назначения на орбиту планеты. Так, тихо, что у меня за контрабанда? Что я такое нашел? У контрабанды вроде должна быть иконка. Это Украина вроде вещь. А вот, заготовленные органы, понятно. Ну, ожидаемо на самом деле. И что с ними делать? Интересно, если просто на пол скинуть в корабле, то их найдут, нет? Ну, блин, как-то опасно проверять. Ладно, пофиг, оставлю тут органы. Я фиг знает все равно, где их можно продать. Наверное, какие-нибудь пиратам можно продать контрабанду. По Грому флоту. Back again. Who do you think will be the first to ask us questions? Mateo or Noel? I have things I wish to discuss with you. Хочешь поболтать? Hello. I have been curious. I know that your role in Constellation was thrust upon you in an unusual way. But that experience does not demand that you stay. You could have delivered the artifact and then left. Why do you stay? Да фиг знает, почему я остался. А не пошел фармить. Это хорошая группа людей, им нужна моя помощь. They are dedicated in their cause. This is rare and admirable, I think. My past is complicated. Anyone here will tell you I do not speak much of it. But my family always stressed the importance of having a purpose in life. You must have a reason for being. У вас должна быть причина вставать с постели по утрам. Yes, that is one way of putting it. I am often surprised at how reluctant some are to agree with the idea. They sometimes seem offended I would suggest such a thing. When I first came to New Atlantis, I was shocked at how many people go about their business every day like drones. They do their jobs, eat their food, sleep in their beds, all seemingly without concern for anything around them. Complacent. Their experience is so different from much of the settled systems. They do not know how good they have it. Невозможно понять, что переживает другой человек. You believe I am too quick to judge? Perhaps that is so. Purpose cuts through adversity. I know that all too well.
And these people seem to have no idea. Вы, очевидно, прошли через многое. I have. There have been times where I wondered whether it was worth it. My family is unique within the settled systems. I grew up outside the bounds of the United Colonies, or the Freestar Collective. My parents, and their parents before them, did not believe anyone outside our family could be trusted or relied upon. You can imagine, I am sure, how existence without ties to others is challenging in space. Почему ваша семья настаивала на независимости? They believed, and still do, that anyone who was not part of our family did not share our values, our goals, and was ultimately a potential threat. My time in the settled systems has mostly led me to agree with them. То, что ты справляешься самостоятельно, достойно It has восхищения. certainly proven valuable. Saved me. A few times, without question. For now, though, it would seem you and I have found purpose in Constellation. I believe that is enough. I am pleased that we have common cause, and have enjoyed our time together. Thank you. Интересно, дадут ли тут какую-нибудь пассивку за прокачку по максимуму отношений со спутниками? Look at how far we've come. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? Поздно отступать. Ну, это прав. Мы не можем отказаться от того, что... От того, что мы достигли. Пускай будет так. We should not abandon our mission when things become difficult. I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind. I just hope that this journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Hate to interrupt, but I have a favor to ask. Lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. Нужно улучшить сканеры. И отправлюсь на глаз. Won't be going alone. Need more than just the you and I. Asked around. A few constellations are already on their way up. Так. Want to take a lot of hands to show up. Он мне рассказал о новых храмах, нет? В этот раз нет, что ли? Your father visited. Так, Сара хотела вроде поболтать. Helping Vladimir when we Excited to can. find you. We can't find left us more out. artifacts without the eye. We should head to the station. Ты же хотел поговорить, нет? As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. Anything I can learn from. Так, органические ресурсы можно и продать. Может оставить их для исследований. Лучше оставлю пока. Stay safe, okay? Видимо, они все отправились на Лука, да? Теперь все там будут. По крайней мере, какое-то время. Только Матео оставили. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, Действительно думаешь, что звезды good time. звездно рожденные могут быть чем-то вроде ангелов-мстителей? There's certainly precedent, isn't there?
We've been operating for a while now on the fringes of what we, humans, know and understand. Why rule anything out? I just think we should be open-minded. Keep everything on the table. Ангелам, вероятно, не нужны космические корабли. I did say it was a metaphor, didn't I? Never meant it to be taken completely literally, but you never know. Maybe they appeared in a form we're familiar with. It's the argument I have with Walter every other week. Science and reason have their place, but so does faith. We have all of them at our disposal, and I don't for 1 second believe they're mutually exclusive. Снял бы ты свою стрёмную шапку. Take care of yourself. Нужно поговорить с Владимиром на глазе, чтобы узнать о новых храмах. Fully updated and ready to assist with tasks. I have been idle here for a long time. I believe Barrett farewell. Так, мне надо в магазин еще заглянуть. Оружейный магазин могли бы расположить и чуть поближе к месту быстрого перемещения. Ну, хотя, в принципе, он не очень далеко. If you don't see what you want, oh, please take a. Так, ножик мне не нужен, даже легендарный. Отсортирую по типу. Так, вроде идет сортировка по боеприпасам более-менее. Квартал, наверное, продам. А Мэл шторм оставлю. У него урона много выше. При этом боеприпасы те же самые. Диапазон только на 2 метра меньше. И скорострельность, понятно, ниже. Ну и точность, кстати, ниже. Кучер больше не нужен. Так, ультрамаг вроде бы еще какой-то пистолет использует. Этот 50 урона, магазин 7, диапазон 20. Оставлю старый. Как приятно, когда нажатие нормально срабатывает с первого раза. А то с утра у меня был какой-то баг. Приходилось по 2-3 раза нажимать по каждому пункту, что там что-нибудь продать или одеть. Надо было тогда игру перезапустить. У меня что-то влом было. Так, оружие вроде все продал.
Боеприпасы восстановились. Надо прикупить их. Ультрамаг возьму. Кстати, мало пуль для этого мощного пистолета появляется. И лазерных боеприпасов тоже мало. 50-е. Вроде какое-то оружие использует их. Так, 6,5 надо взять. Oh, please, take a look. Дай-ка еще аптечки куплю. Забыл про них. Кстати, у него записки есть в продаже. Ну, это книжки. На книжки пофиг. И теперь аптечки называются аптечками в новой версии перевода. За сегодня перевод, если что, 2 раза вроде обновился. Thanks for shopping at Jemison Mercantile. По крайней мере, я с утра обновлял его, и перед вечерним стримом тоже вышло обновление. Nice to see you. Мне еще нужно часть хлама скинуть в трюм. Что-то загруженность больно высокая. Ну ладно, сойдет. Хотя, если все, и отсортировать по весу. Так, для начала только надо инвентарь открыть. Надгробие я пока скину. Все равно боеприпасов нет. А хотя... Я 200 не купил. Так, Барретт. Он вроде с нами летает. Видимо, уже спустился на станцию. Почему не могу выйти? Ладно. Через кабину выйду. Хотя, может, шлюз где-то сбоку. Фиг с ним на борт. Да, я не там пытался выйти. My attention's glue is on the station. Be doing the checks and marks on the repairs from here. Got a few sites around the station where the others are already doing the look. Друг, у меня задание поговорить с тобой. My attention's glue is on the station monitors. Check with the others. Ладно, с остальными поболтаю сначала.
Mind helping me weld up some of these panels? Вы завариваете панель, но что-то на ней начинает дымиться. Mist coming up here. We should visit Vlad more often. Я все испортил. Well, can't win them all, I guess. I didn't do it. Well, that wasn't supposed to happen. Где остальные? Some of these seem to be a mixture of adapters from older tech. If you could help me install these parts. Вы собираете детали, затем тратите некоторое время на их установку в сканирующее Getting оборудование. equipment needs to be installed. I could use your help. I think we are done. Просто через всплывающее окно сделали эти действия. Какая-то халтура. Thank you again. Ты еще тут остался? I didn't touch anything. В тренажерке никого нет. Может еще кому-нибудь помочь? Ну ладно, побегу к Владимиру. You color the wrong wires. Station showing red. Возникла какая-то проблема с ремонтом, который мы с Сэмом делали. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. I won't leave you hanging, Vladimir. Cora and I can stay with you until the eye is back to 100%. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. And he's got a new prize in his collection. Полагаю, что просто так он не отдаст артефакт. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Говоришь, мы должны украсть его? Left the life of a Jacob once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Barrett with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Сейчас отправимся. Catch a smile out there. Take a break. Let's chat. Барретт, иди-ка сюда. I have to talk about the Starborn. Do you have a second? You do, right? Я тоже хочу поговорить об этом. Right? How could we not talk about it for the rest of our lives? It could be the dawn of a new era of humanity. Or it could be an elaborate prank or any number of mundane explanations. Путешественники во времени. I didn't detect any localized time distortion, which isn't required for that hypothesis, but... Oh, yeah? Joking. I knew that. Я не шутил. We just need more data. There has to be a way to draw them out and figure out where they're coming from. Мы знаем, что им был нужен артефакт. It's one of our few facts about them. It seemed very important to them, too. This could be a turning point for humanity, you know? Or it could be just the emergence of a powerful new faction, or some sort of elite military tech, or a gazillionaire with nothing else to do. All we know is that they wanted that artifact badly.
Мы должны знать, каковы их мотивы. Agreed. That is going to require more observations, more encounters with them. And who knows? Maybe we'll never see them again. Пока они просто нападают и исчезают после смерти. Ты когда мне расскажешь о храмах? Я надеялся, что ты подскажешь мне другой храм. The eyes showing signs over another one of those big anomalies. Here, get your smile. Forgot to check the math on a few. Draw the words another time, then. As much fun as that. Дальше займусь коллекционером. Храм подождет. Попробую связаться. You don't have business with this cow. Our captain is not taking visitors. Попробую увидеть. У меня есть дело к Петрову. No one uninvited boards this cow. Captain's orders. Надо было уступить Барту. Он умеет договариваться. Я слышал рассказы о вашем великолепном корабле. Я просто хочу увидеть его своими глазами. The captain does love flatterers. Так, значит, лезть любите. Мы здесь только для того, чтобы торговать, больше ничего. If that's all you're here for, then maybe. All right. I'll clear you to dock. Keep yourself out of trouble, or we'll have every hired gun in the cargo bay after you. Большой у них корабль. Это вообще что такое? Какой-то манекен? We'll let you on board. But Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. А ты догадливый. Москит? Well, he calls us some old Earth term. Я слышу, что этот корабль для вечеринок, и я здесь, чтобы повеселиться. Oh God, the captain's gonna love you. Just what I need. 2 blowhards. Hello, excuse me. 3 blowhards. Go on then. Что перевозите, кроме утиль сирен? Petrov's got a whole little alien zoo in the back. He's asking for trouble with those things. But the locks on the cages are pretty high end. Значит, можно выпустить зверю. Где эта знаменитая коллекция? Strewn about all over. The good stuff's locked up in a vault for Petrov's own personal viewing pleasure. And before you ask, Petrov's the only one with the keys. Хватит так поднимать брови. You just waste your money. Вы знаете, где Петров взял этот свой особый камень? Traded for it. Some dusty hauling ore from the fringe. Was glad when he left. It's all shakes and muttering.
Змея ползает. Ладно, не буду ее трогать. Вдруг это чей-то питомец. Нафига тут эти манекены? Firefight breaks out, everyone on board is gonna join in just for fun. You understand? Тут один металлолом. Don't know what Petrov pays for all this, Тебе бы умыться. but at least he pays. И у них в моде такой макияж. Moscow's not a bad ship, as long as you can shut your eyes. The penultimate panopticon of prosperity! Ha ha ha! Так, может не взламывать эту дверь пока? Кто еще согрется, если я туда зайду? Там кто-то есть? Captain Petrov sure loves his damn speech. Нет ли у них сыра? Ну, вроде не видно. Тут все считается кражей. Хотя некоторые вещи можно и прикарманить. Те, что просто так лежат. А вот ящики лучше не трогать. По крайней мере, пока. Lot of the gods here are bounty hunters, smugglers, or salvagers. Да это ж почти сам. Lot of sharks management. Don't have time for you. Get lost. Yes? What? Hey. Well, gentlemen, we have a newcomer. Place your bets. I'll go with buying. 100 credits says they leave with one of the captain's glorious golden statues. You know those are colored aluminum, right? I say selling, but nothing the captain wants. You win, Bull? Yeah. Count me in. I say selling. A cargo hold of all the oil paintings. All fakes. Bold. I like it. Из санитарной службы. Кто вы, люди? Us? We're in, acquisitions. She means we hunt things down and steal them. From bad people. Mostly. A lot of these old relics the captain collects don't have legitimate owners. So it's sort of right by possession, you know? Ну, в общем, грабят людей. The possession part. Но, видимо, в основном всяких пиратов. Никто из вас не прав, я здесь, чтобы купить необычный камень. Oh no! Looks like we all lose. Including you, newcomer. The captain's obsessed with that damn rack.
Got into the vault and everything. You know, I hear that vault got made on the cheap. Quiet, quiet. No spilling the captain. Не затыкай ему рот. At least not for free. Можно 1000 заплатить. Что вы знаете о капитане Петрове? I mean, look around, you know? This ship kinda says it all. He's a self-obsessed megalomaniac with delusions of grandeur. I don't think that's fair. He's just eccentric, like a best friend who's great in really, really small doses. One thing he's good for is steady pay. He knows how to spread the wealth around. Значит, вы все работаете вместе? Oh no, God no. Each of us works solo. We'd kill each other if we had to team up. I actually think it wouldn't be so bad. We hang out all the time. Exactly. I got precious little separation between my life and you two as it is. Может, заплатите? Пока не буду. Может, удастся все-таки договориться с капитаном? Что у него тут есть? Компас. Нельзя почитать или послушать про его коллекцию. You know, people say he's mad. But I like Petrov. He runs a good ship. Часть какого-то корабля? Наверное. You hear there's alien creatures on board the ship? Captain calls it a zoo. Экзотическое вино у него тут. Половина экспонатов, наверное, подделки. Если не все. Это точно диван? Ну, хотя... Да. You meet Vadik yet? The captain's right hand? I've never seen a man so exhausted. Двойной костяной рог. Экспонаты, кстати, не очень дорогие. Talk to Petrov. I wasn't aware we had the visitors. Vadik, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. Шикарная прическа. Капитан Петров, я ваш фанат. Я слышу, что ваша коллекция легендарна. Oh, flattery, huh? My favorite pastime, huh? Between you and me, I do have something very special in the vault. But my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Пускай Барретт говорит за меня. Петров, это я. Petrov! It's me! Barrett? You dare show your face in my ship? Зря я дал ему слово. Hey, you still sore about that? Engines blow up all the time. Ha! You old son of a space flea! It's good to see you! Hey, old pal. How about a tour of the vault? Let me wallow in my jealousy one more time. Of course! Come with me! I know. People look at me and say, Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is painful, but that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding.
The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. And of course, there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Огромный корабль. Вот тут коллекция оружия. Барабанный бой. Выглядит неплохо, но по статам оружие вроде так себе. Можно просто схватить, да? The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Да он тебя обманул. Продай нам этот артефакт. Он сказал, что вытащил его из породы. Why, yes, he did. Я заплачу за него, назови цену. Oh, no. No. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. Мне бы тоже не хотелось тебя убивать. We're explorers who might do a bit of piracy on the side as a hobby sometimes. Да ничего не могу сделать, чтобы изменить ваше мнение. I'm afraid not. I'm easy in all things, except my collection. Если хотите отчитать меня за пиратство, мне нужен этот артефакт. Then I suppose it's just a question whether my immeasurable love for my collection and my crew of hired cutthroats is enough to stop you. Go ahead. Make a move for the artifact. Let's see what happens. Would it help if I said we needed it for scientific research? Кажется, не помогло. Так, наверное, надо было просто отступить, чтобы он ушел отсюда. И чтобы после этого украсть его. А тебе придется просто в наглую взять. Steal what is mine, and I will ensure that every security officer in the United Colonies knows you're nothing but a common... Может просто выйти, и он уйдет. Не хочет уходить, блин. Украсть артефакт. Как мне это сделать, когда он на него смотрит? Если его убрать. Может, сзади как-нибудь удастся украсть. У него тут еще и деньги лежат. Скафандр, наверное, тоже неплохой. Так, ну и что мне с тобой делать? Приготовлю-ка я дорбаш.
Разозлился. Так, а куда хранитель делся? Когда она успела туда отойти? Жить, что не удалось договориться. Так, еще 3 замка надо взломать. Seems clear. Well, back to business. Больно много вариантов. Кстати, этот может подойти. А, нет, не подходит. Есть 2 рядом? Нет. Тридцать 8 защиты, шлем. Странно, что скафандр не заперт. Не буду его брать. Скафандр так себе. Неоновый наряд танцовщицы. Звучит любопытно. Без меня справился, молодец. Камни нельзя забрать. Это не дверь. Что бы тут взломать еще? Мне нужно что-нибудь запертое. Может, они все сюда придут? Зря ключ взял. Что-то они нифига не пробивают меня. Тортик. Ну, вроде бы я тут ничего не могу взломать, к сожалению. На вещиках нифига нет. Ты куда? С такой дистанции пробил из этого торбаша. Хороший все-таки дробовик.
Зря, наверное, все единички потратил. Нормально вышло. Открыть дверь. Пока не надо. Может, ее отдельно можно взломать? Нет. Ну, тогда через компьютер откроем. Какой-то револьвер. Разорбак. Я такой еще не видел. Оружие в игре дофигища. Урон 105, электромагнитный. Похоже, это винтовка. Ключ не буду брать. Мне вроде еще не замок надо взломать, чтобы прокачать зону. Да что ж ты все бегаешь-то? Куда делся? Ну, другое дело. Передай своему экипажу, чтобы отступили, и никто больше не пострадает. Врешь, ты ни с кем не связался. Все, успокоился. Можно было его, наверное, в его убежище, в его хранилище вырубить, и все. Тогда бы никто не пострадал. Надо было его сразу зафокусить. Кто у него тут есть? Все тараканы. Тараканы прикольно сделаны. Жалко, что они редко попадаются на планетах. Хотя, может, я не по этим планетам бегал по сюжету. Так, и я все-таки хочу оружие спереть, но для этого мне нужно что-нибудь взломать. В самом начале была какая-то запертая дверь. Так, это я назад иду как раз к хранилищу. Найти бы потом еще это хранилище второй раз. Это, наверное, его каюта. Там же деньги. Почему нельзя открыть? Блин, у меня ключ есть. Как называется ключ для обслуживания сковороды? Надо его выкинуть. Надеюсь, ключи можно выбросить. Ключ обслуживания. Допустим, даже выкину. Блин, нельзя что ли ключ выкинуть? Да как так? Да, я пробовал нажать, не сработало, и тут тоже не срабатывает, если даже навестись.
Так нечестно. Дайте мне взломать дверь. Безопасное управление ячейками. Это, наверное, ячейки этих с этими животными, да? Не буду их открывать. Какого фига они не запирают шкафчики? Как мне теперь выйти отсюда? Только тем же путем, что я пришел, что ли? Где их тут спрыгнул-то? Закрыто. Спасибо за ваше терпение. Тут я ничего не смогу взломать. Без палева. Dusty, let's talk. I've been thinking a lot about my early days in Constellation lately. Got me pretty nostalgic, and I started digging in some old things. Just sort of reminiscing. I found some of Irvin's last messages to me and thought I'd listen to them again to hear his voice. Это были ранее непрочитанные сообщения? No, I apparently read at least a few of these. I just don't remember. It was a difficult time. Надеюсь, это стало утешением. It was surreal, honestly. So, most of the messages were everyday things. Lots of excitedly written news about biodiversity and plant life. But one thing stood out. In one of his messages, he mentioned this job that he took at a mine shortly before he died. He said something terrible was happening there. But the message was garbled after that. Межзвездная связь не всегда была надежна. True, but this was different. I recognized this pattern from the war. A portion of the message was encrypted. Well, Vasco helped me decipher it. Turns out the message was from Irvin, and he was begging me to help him. The message was short, but his voice was pained. He was so upset. А он тогда не смог расшифровать сообщение, да? Давайте возьмем машину времени. I know this is probably long done, but I heard his voice. I can't just not look into it. So in this message, Irvin said he was being framed. He said they'll do it again. He asked if Constellation could send more help. Кто такие они? His former employers had some job he took before he died. I think it was a mining company. Ты не заметил это зашифрованное сообщение раньше? No, I just thought it was garbled. I just wasn't paying attention. I don't know. На этой записи уже 20 лет. It is, but I was thinking about it and, well, it's still wrong, right? So I figured, hey, I can do some sort of a remote investigation here, see what I can find out. There's gotta be a paper trail, right? Now, I happen to have a trustworthy contact who knows a bit about law and owes me a favor. I'd need to pay in advance in case there are any access fees or bribes. Ему 2500 нужны. Ну ладно, одолжу. Этого должно быть достаточно. That works. I'll tell them to go ahead with the investigation. You know, hearing Irvin's voice again made me want to help him. Even though I know I can't. Does that make any sense? Интересно, если бы у меня оказалось денег, смог бы их потом ему одолжить?
Или все, квест бы заруинился. Ну или может он сам бы нашел деньги. Если Рен был так расстроен, значит это все еще важно. I appreciate that. It's going to be hard to get some sleep tonight after all this. А вдруг Рен на самом деле жив, не знаю, в плену. About it might be enough to help. Hopefully poking around in old records doesn't catch the attention of Hephaestus. Well, anyway, I'll let you know if my contact finds anything. Хотя, конечно, вряд ли. Damn it, Petrov. I was just getting warmed up. Все, расслабьтесь. Дайте мне только что-нибудь взломать. И я сразу улечу отсюда. Damn pirate. Get what you came for and leave. Где-то тут вроде была заперта дверь. Ага. Почаще бы единички попадались. Так, ты ничего не видел. Я ничего не взломал. Теперь бы найти опять хранилище. И надеюсь, там какое-нибудь хорошее оружие. Теперь смогу взломывать уровни, замки уровня мастер. Четвертое улучшение, наверное, не нужно. Использовать отмычку для удаления ключей, которые не требуются для решения головоломки. Можно накопить 5 автопопыток, ну фигня. Все, дальше безопасность не буду качать. Так, может, баллистику уже можно покачать? Нет. Винтовки можно улучшить. Ну, скилл можно улучшить. Ну, так и сделаю. Дополнительный урон не помешает. Надеюсь, тут не какой-нибудь нож.
Так, пистолет, 30 урона, 27 калибр. Длинный ствол, глушитель, барабанный магазин. Такое. Я надеялся на что-нибудь получше. Так, ну и это оружие тоже не помешает забрать. Продам его. И теперь еще как надо найти выход отсюда. Ну, с этим поможет сканер, конечно. Filthy pirate. We're not gonna forget this. Filthy pirate. Damn it, Petrov. I was just getting warmed up. So what? We're just on the way. Ah, home, sweet home. Now, where did I leave my cozy slippers? Maybe I didn't bring them. Как вообще Барретт оказался в моем отряде? How have you been? Это место Андреас. Где она вообще? Какого фига она не на корабле? У меня она из спутников пропала почему-то. Тут только Барретт, Хеллер, Лин и обожаемый поклонник остались. Странно. Может, по сюжету надо продвинуться, чтобы они вернулись. Дальше, наверное, надо в какой-нибудь храм слетать. Лучше притормозить тут. Храм Тау. Внешне храмы по-разному выглядят, там внутри все одинаковые.
Лучше бы эти помещения как-то разнообразили. Нежели внешний вид снаружи храмов. Даже никто не напал. Так, это было. Реактивный щит, да? Формирует щит из чистого космического света, способный ослаблять и даже отражать снаряды противника. Видимо, повышение просто защиты. Кстати, один враг есть рядом. О, хранитель появился. Почему сразу не напал? Но он меня пробивает все равно, несмотря на щит. Но слабо, конечно. Так, тихо. Они, может, все-таки всегда появляются рядом с храмами. Так, и еще храм есть. Магия, в принципе, конечно, полезна, но выбирать ее неудобно. Можно, наверное, хоткеи назначить. На личном месте хоткеи нужны для оружия. Хотя можно просто накупить боеприпасов для 2-3 стволов. Ну, а на основные кнопки назначить всякие способности. Так, я, наверное, не туда иду. Там храм. Это что-то другое. Какая-нибудь станция.
Надеюсь, есть какая-нибудь способность, ускоряющая бег. Я бы, по крайней мере, от такой не отказался. Тут потом и страж появится. Давай, шайтан, машина, раскручивайся. This place. So many questions come to mind. I don't even know where to start. Странно, что они все по одному нападают. Теперь надо отвести артефакты. You are entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. Be advised, you have been identified as a known criminal. Respond immediately or we will be forced to open fire. I've got special orders. You're coming with me. Stand down and prepare for immediate transport to our vessel. Так, и что им нужно от меня? Вы скажите мне, что происходит? I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. В смысле, я перевожусь на службу. А как же мой корабль? We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance. Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Ну ладно, пускай телепортируют. Smart decision. Stand by to be boarded and transferred. Фиг знает, это часть основной сюжетки или просто рандомное событие. Получение ожидающих последователей.
Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Я вообще ничего не могу сделать. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. Меня парализовали, что ли? Наверное, связали. You just sit tight. The commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Блин, у меня еще есть лут, что и забрали. И опять хаткей придется назначать. Если вообще все отдадут. Это не похоже на тюрьму. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what we're working with here. Pretty unremarkable past. Not much to speak of there. I also see that you mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Криминальный инцидент. Может, он на перестрелке на корабле с этого коллекционера? Я, блин, прослушал начало диалога. Или у меня какую-то контрабанду нашли. Давайте сразу перейдем к делу. When I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what we do? Почему вам не сказать мне? UC SysDev is a division of the UC Navy. While they handle the big picture stuff, we deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Хочешь, чтобы я внедрился в Багровый флот? Если то, что вы предлагаете, позволит мне избежать неприятностей, то я вас слушаю. Smart decision. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. Вы хотите, чтобы я рисковал своей шеей и работал на вас под прикрытием? Not for me. For yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDev, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Не похоже, что у меня есть большой выбор. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. So, what do you say? You going to work with me, or should I find someone else? Принять предложение. Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. Ну, навряд ли я буду выполнять это задание. I think you'll find all access. В этом прохождении. Надо на НГ плюс перейти сначала. Ну, теперь буду знать, что есть такой квест. Видимо, нужно просто какое-нибудь преступление совершить. Ну и после этого этот мужик всегда, наверное, связывается. При этом это, похоже, не основная компания. Этих колонистов. Хотя, может, это часть основной компании. Основной компании фракции.
Ладно, не буду его ждать. Сам дойду. But I wouldn't worry about it. Since the commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? Alright, this is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Ikande should be waiting for you. Yes? Okay, hello. My family's all on the Кадет. being cis-deaf. I got bragging rights. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. Cisdef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Для уничтожения целого флота вам потребуется не один корабль. Which is precisely why we're taking a more clandestine approach. We need Наверное, хотят их стравить между собой. the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Интересно, есть ли еще компания за багровый флот? Хотя обычно пираты сразу враждебные. Так что не факт, что к ним можно присоединиться. Я предполагаю, у вас уже есть план? I do. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Звучит просто. You'd better hope so. Saoirse won't be easy to dupe. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Вы, видимо, уверены в моих способностях? If I didn't have confidence in your abilities, we wouldn't be having this conversation. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Кстати, возможно, можно присоединиться к Багровому флоту по этой линейке квестов и при этом предать колонистов. Не помню, как в русской версии называется их фракция. Объединенные колонии вроде. Я сделаю все, что в моих силах. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Я могу не отступать от намеченного курса. That's what I wanted to hear. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the Да, выпустите меня уже отсюда. Завязку задания уже понял. Get out of here, and good luck. Задание, скорее всего, интересное, но я хочу добить сюжетку сначала. И перейти на НГ+. А потом уже выполнять фракционный квест. You have your orders. Hello. Pardon. Как мне туда попасть? Или мне не туда? Какое у меня вообще задание активно? Блин, у меня не тот квест.
выбран. Ну да, это задание фракции под прикрытием. Понятно, не надо было спускаться. Yes, what? All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Сам бы я не догадался. Понимаю. Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Если там есть инкриминирующие данные, их найду. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Приведу столько доказательств, сколько смогу найти. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return. За каждую улику отдельно будет платить. Вы для начала мои вещи мне отдайте. Это очень щедро. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. Даже пробники дали. You're dismissed. Блин, мне придется эту Аврору сначала отвезти. Ну, то, что это контрабанда. Если не отвезу ее, то до меня копы докопаются где-нибудь. Ну, если просканируют корабль. Let me know if you need anything else. Yes. Hello. Вопросы буду задавать на НГ+. О, теперь можно пройти. Так, а вещи-то мне отдали? Нет. На оружие вроде есть. Нам было написано, что мне отобрали боеприпасы и так далее. Ну, кажется, все вернули. И даже ходки не надо править. Так, а где контрабанда? Она сказала, что они погрузили на Аврору у меня. Ну, за этот наркотик. Может, их ящик не считается контрабандой? Тогда вообще пофиг. Это задание пока. И ничего тяжелого нет. Странно. Меня телепортировали в Солнечную систему. Отойду на минуту. Кошку надо покормить.
Продолжим. Vlad, come in. Come in. Ты чё кричишь? Что случилось? Completely dark. I can't reach anyone on the station. Похоже на неприятности, и отправлюсь туда. На них звезданутые напали. Держись, Владимир, мы идем за тобой. Но если там их корабль, то я с ним не справлюсь, наверное. Охотник. Это не тот ли охотник, которого я встретил в баре в начале игры? Единство? О чем вы? Damn it. Vladimir's right. We need to get the artifacts packed up, and that means holding off the Starborn. What about everyone on the Eye? We can't leave them to die up there. Я никого не брошу. Почему бы мне не заняться станцией, а им не припрятать артефакт? Защитите ложи или перейдите глазу. Блин, а без Владимира я как узнаю расположение новых храмов? Надо было сначала на око слетать. А как она отключила эту фигню? Так, что с тобой, парень? Так, это охотник, да? Реально он. Его я видел вначале. И он не один. Приму-ка еще допинг. Блин, на него сила не действует. Так нечестно. По крайней мере, они не взлетели. Может, тогда замедление времени использовать. Она-то, надеюсь, подействует. Я еще периодически урон получаю чего-то. Я его еще ни разу не пробил.
Мне кажется, я вообще не пробиваю из лазерного оружия. Так, а куда он зашел там? Где вообще все? Что происходит? Может, я в прошлый раз просто не попал? Понял. Или способность перепутал. У меня скоро аптечки закончатся. Я понял, один, но создает клонов. Я думал, их двое. У меня так точно аптечки не хватит. Блин, даже клон не взлетает. Исчез, да? Ты-то зачем прибежал? В этот раз исчез. Ну, вроде все живы. Это, наверное, клон. Блин, а обувь почему-то полное здоровье.
Попробую мин накидать. Так, ладно, сейчас. Гад только меня атакует. 3 аптечки, все. Короче, понятно, нужно щит использовать. Все остальное бесполезно. Воспользуйтесь силой солнца и выпустите направленную сферу, обжигающую горячей плазмой. Ну, кстати, это еще можно попробовать. Последнюю силу так и не посмотрел до этого. О! Ну, вроде его можно пробивать хорошо. Он как раз эту фигню против меня использовал. Почему это какая-то имба? Если всех будет так пробивать. Гражданские пострадали. Кстати, энергии еще мало нужно до этой способности. Бегите лучше отсюда. Стоят, пялятся. Блин, получается здесь еще под землей практически целый город. Я даже не знал. Так, вроде попал. Друзья, подождите, мне надо в магазин зайти за аптечками. Блин, аптечки не восстановились, что ли? Травмопакет еще есть. Это вроде тоже аптечки. Причем даже получше стандартных. Почему опять 2 метки? Он по КД, что ли, спавнится? Я думал, в определенных местах. Кто стреляет? Куда стреляет? Так, ладно, пофиг. Пускай развлекаются сами. Какой он грозный. Теперь один глаза. Я тоже не знаю, что я буду делать с этим кораблем теперь.
подарил мне что-то. Похоже, какое-то оружие. И боеприпасы. Армилларий. Вот что такое коллекция артефактов. Мы не хотели причинить вреда звезднорожденным. Зачем вы это делаете? Я думал, что убил тебя, но ты продолжаешь возвращаться. Я думал, он на меня нападет на корабле. Мог сейчас легко уничтожить мой корабль. Я так и не встретился с родителями. Попробую вызвать. Тишина. Сэм погиб. Dad, come on. You have to keep your eyes open. Ваши показатели. Нет. Sam? Come on, Sam. Talk to me. Наверное, если бы я сразу полетел сюда, то спас бы их, но погибли те, кто был на планете. Должно же быть что-то, что я могу сделать. No, not again. I can't bury another friend, Sam. I can't. Don't go. Dad! Dad, get up! Get up! Please? Кора, отвернись, он ушел, понимаешь? Он ушел. Go away! I told him you were coming. He just had to hold on a little longer. I hate you! Leave me alone! Если бы я пришел, то они бы погибли. Наверное. Барт не может быть уволен до завершения квеста, да? Oh, thank heavens. You're all right. Bad habit. I'll be all right. Go and help the others.
Сара более-менее в порядке. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. Как охотник попал внутрь? Saw the ship dock with the eye. We took up the arm's call, but when the doors opened, there was no one there. Skulked in like a damn specter. Before I had to know, it was nothing but pain's wings and the cold sleep. Time's unknown, but I came too long enough to hear him gloat about going to the lodge and seeing our friends trying to crawl away from him on a bloody trail. Так, ладно, я думал, тут все погибли. Но погиб только Сэм. Ну, тогда и на планете, наверное, кто-нибудь один погиб и все. Сэму жалко. Он мне нравился. Насколько сломан глаз? Can't be sure yet. Starborn could have done a lot more damage. Guessing the glitter of the prize wasn't here. Да, я помогу тебе подняться. No tears for the old. Got the others to worry about. He came out of nowhere. Что произошло? We were working on the repairs when the ship docked. We ran to defend the station, but after the doors opened, there wasn't anyone there. Then, all of a sudden, Vladimir screamed in pain, and I saw him flying through the air. That's when I saw the Starborn. It went very quickly after that. Все хорошо, я здесь. Thank you. I don't think I can move right away. But I'll make it. Go on. Vladimir! Oh, thank goodness. Where's Sam? He's gone. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Звезднорожденным нужны артефакты, мы должны переместить их. Got the right of it. The hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High-populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Можно построить форпост. Это не сделает ложи или око более защищенными, не так ли? Clear from the few encounters we've had that the artifacts are all the Starborn prize. They could come after us, though. Try to find out where we put them. Need to take the risk. The Eye, the equipment in the lodge, not easily moved. Gotta hope whatever is giving the hunter pause applies to the whole. Just need to make another direct hit less the jackpot. Даже не знаю, что лучше выбрать. Хотя тут выбор может ни на что не повлияет. Можем оставить их на моем корабле. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. Теперь вы можете построить армилар на своем корабле или на ванпостах. Чтобы построить армиларий на своем корабле, перейдите на новый экран на армиларе в кабине корабля. Чтобы построить
армилларий на одном из своих форпостов, зайдите на свой форпост и войдите в режим строительства. Появится новая категория квест, содержащая армилларий. Ну, я где угодно, значит, могу построить, да? Интересно, на что-нибудь повлияет? Нет. Может, лучше форпост построить где-нибудь на скорую руку? То если они нападут на мой корабль, я ж не смогу защититься. Но на планете-то как-нибудь отобьюсь. Кора ушла. We can't move home at Hearth, but we can at least move the artifacts. Владимир мне должен был еще рассказать про новые храмы. Теперь они все на моем корабле, да? Девчонки не видно. Ладно, фиг с ним тут построю. Теперь можно перемещать армилляр. Атаки звездных рожденных. Звездорожденных. Более вероятны там, где находится армилларий. Если вы решили оставить артефакты в инвентаре, то атаки будут более вероятны везде. То есть я вообще с собой могу возить, да? С собой носить. Допустим, добавить. Я добавил, нет? Армиллар подключен. Видимо, все, да? Больше мне ничего не надо делать. Странно это сделано немного, ну ладно. Что вообще по заданию надо сделать? Бедная мусорка. Или что это такое? Заслон опустили. Но даже он не помог. Раненых лечат. Теперь, наверное, многие квесты недоступны тут, в городе. А здесь все в порядке. Хотя бы и были и тут, и в этом районе.
Вещи Сэма были перенесены в подвал ложи. Constellation has suffered losses Now really isn't the time. I know. Everyone seems more We all distant feel in like the we've been lodge. kicked into the ground I a guess million that is to be times over, expected. but I think I have something. I'm serious. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Он сказал, что наша роль мелькания единства закончена. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Здравая идея. Ты прав, это слишком большое совпадение, чтобы не попробовать. I don't mind taking a detour to gather data. Only thing we'd lose is time, really. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Ну, теперь опять всех можно пригласить в отряд, да? Ну, как корабль, экипаж. Да, раньше вроде было больше людей. Например, Андреа вернулась. Пускай на корабле будет. Лин пока выгоню, наверное. Возьму с собой Баррета. Так, это церковь тут, да? В городе. Или не на другой планете. Попробуй с Владимиром сначала поболтать. Пока опять что-нибудь не случилось с ним. Забыл выбрать станцию целью. Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Never minded the solitude before, but chasing more ghosts than usual. Every noise seems to set the blood running. Been washing red here and there. Got one. The spanner's torque is what the eye... Так, все, мне дал новые координаты. Мне кажется, я уже был на этой планете. На планете с похожим названием, по крайней мере.
Наверное, я тут какое-нибудь другое задание выполнял. Может, тут артефакт был. При исследовании планет... Какое-то новое обучение. При исследовании планет может потребоваться изучить несколько биомов планеты. Попробуйте приземляться в разных местах планеты, если у вас закончились предметы для сканирования. Значки карты Landmark, Life Signs и Hazard укажут на области, где можно обнаружить примечательные планетарные черты. Постройте форпост с бустером сканирования, чтобы увеличить радиус действия сканера. Для выполнения задания по исследованию найдите с помощью сканера значки карт. Опять то же самое. Эти места могут быть разбросаны далеко и широко, поэтому исследуйте их и часто используйте сканер для их поиска. Увеличить радиус действия сканера можно, открыв аванпост и построив скан-бустер. Я, кстати, не знаю, как строить аванпосты пока. Как-то не заморачивался с этим. Наверное, сканер надо открыть для начала. Ну да, вот постер. Я нажимаю R, и ничего не происходит. Что там невозможно? Невозможно разместить аванпост, экстремальные условия, видимо. Более высокий ранг навыка нужен. Так, ну я куда-то не туда побежал. Не нужны мне эти обломки корабля. Мне нужен храм. И нужно способность поменять. Может, тут научит меня создавать двойника. Такие растения я уже, кстати, видел на первой планете. Здесь их заново надо сканировать. Ever feel like we're making history right here, right now? Поставил опять вспышку.
Блин, опять не успел. Just look at this place. Incredible. Ах ты ж, такого не ожидал. Здесь тут было сохранение. После получения новой силы. Блин, не было. На всякий случай сохранился. Эти заставки, кстати, нельзя пропустить. These ruins are something else, aren't they? It'll heal. Почему-то не смог способность использовать, опять не могу. Энергия была. Что ж ты до этого не работал? I have something for you.
Yes, exactly. It's like... When someone insults you, you want to just beat the shit out of them sometimes, but you don't. Well, not quite what I was thinking, but that's actually a great example, Marcus. The man in the story was cruel. Do you know why he was cruel? В какой истории? Feel what he feels. Я на начало опоздал. His pain. Accept it and deliver it not back upon him. Empathy. You mean empathy? But you say it like it's easy. Like anyone can just love a terrible person who has been terrible to them. Yeah, why even bother? I mean, isn't the cycle of humanity peace and war back and forth, like forever? Seems kind of pointless to try so hard for something that won't last. Nothing ever really changes. Well, it's not easy, no, but necessary. Because you see, everything has changed. God has given us the intelligence, the ingenuity to reach into the stars, to travel his path, to truly find him. But we can't do it alone. The only way is through unity. Huh. Yes, Andreas. Yes. Unity. Well, I'm sure you all have other things to do. Thank you for taking the time to stop and talk with me. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Matteo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? У нас вопросы насчет единства. Oh, yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Похоже, он понял, о чем мы. You know, there are folks I that first jump. It changes you. Что у них тут еще есть? Среди горы прыжков. Это, видимо, их Библия, да? Среди гравитационных прыжков Бог ищет тебя. И реален ли Бог? Правильнее было бы спросить, является ли реальность божественной. Само существование — это тайна, которая жаждет быть раскрытой. Что такое добро, как не сравнение с добром? Что такое существование, как не причастность к бытию? Любой общий атрибут напрашивается на сравнение с какой-то более чистой его формой, и по мере продвижения по древу атрибутов от яблока до красного цвета, от цвета до формы волны, от энергии до пространства времени, от существования, мы находим все меньше и меньше ветвей для исследования. В конце концов, вся реальность сходится в одной точке. Один называет ее омегой, другие — телос. Некоторые называют ее богом. Но ее истинная природа лучше всего понимается по-другому. Блин, тут 3 страницы. Ладно, пофиг. Там дальше все, наверное, в том же духе. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? На нас напала группа, называемая звезднорожденными. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe.
beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Мы знаем, что это очень сложно, но надеемся, что вы сможете нам помочь. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Может быть, этот паломник был звезднорожденным? I'm not sure if he was, but if what you're looking for is connected, then anything might be possible. Тогда давайте послушаем эту историю. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Похоже, что другие части есть у Дома Просвещения и Варуна. I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. Разговор с Домом Варуна кажется ошибкой, а не опасным. Oh yes, typically. But there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I've visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. And if you need directions to the Enlightened, they have a branch in the Well helping the poorest citizens of New Atlantis find a better life for themselves. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't Тюрьма mind вроде у asking a few more космопорта. questions. Так, 20 метров. Больше метров. Да, это метка, видимо, на космопорт. Или наоборот это. На метро. They drive a pretty hard bargain for new recruits. I certainly couldn't say no. Печально так не спуститься. Swimming is a key skill for an explorer, of course. Так, а тут, наверное, пропасть, да? Да.
Надо было сразу сюда идти. Посмотрим. A visitor? I have all the company I need. Я знаю, что вы говорили с хранителем Аквилусом о вере варунов. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. He sent both of us to ask more incessant questions, actually. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Я восхищен вашей убежденностью. I don't admire it at all. I think it's concerning, to say the least. The knowledge of the great serpent sweeps away all concern. There is only his inevitable return, and those he will spare. Nothing else. You wish to speak of the Keeper's pilgrim, do you not? I will tell you of him, and then you will leave. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan. The unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. Кажется, я понимаю, но я нифига не понимаю. Мне нужно знать значение слова «единство». I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the Great Serpent casts to deceive the faithless. Ну ладно, допустим, кажется, я понимаю. Then we are done. Leave me. Может, паломник — это охотник, кстати? Так, какого фига меня вернули на корабль вообще? Я точно не сюда хотел переместиться. It's good to be home, right? Okay. Hand me. Дом просвещения под землей. Hey, I know now isn't the best time. Ладно, давай поболтаем. Hey, Captain. Need help with anything? Listen, you risked your life to save me.
I keep wondering if that made it harder to save Sam too. I've replayed those moments in my mind over and over. And you need to know that you did what a leader does. And if it had been me instead of him, I would feel at peace knowing that he made it. Это был сложный выбор. I know. And I can't say it's the best choice, but nevertheless, thank you. I don't know if you're ready to talk, or if you need 20 years to get to that point, or if you never want to talk about it again. But I just want you to know that if you do, I'm here for you. Я спокоен за свое решение. I'm not sure that I am, but maybe in time that will change. Я просто рад, что мы не потеряли больше людей. Of course. Could have been so much worse. We are all constellation. When a star goes nova, it can destroy everything nearby, or it can nourish a new era of planets and life and everything that goes with it. The galaxy is littered with the deaths of so many brilliant, wonderful stars. But if stars never went nova, then we wouldn't be who we are now. Этого не должно было случиться. But it is happening. Or rather, it has happened. It is up to us to make sure it never happens again. Sam was my buddy. He was practical and goofy and a genuinely decent man. He would never want you to feel like this rotten situation was your fault. I promise you that. Ты прав, мы должны сосредоточиться на охотнике. Yes, we need to expect it and prepare. You know, we're fortunate. Constellation brought us all together and we're all better for it. If we're going to set things right, it's going to be because of that. Let me know if I can help you. Do our jobs at even У них тут скромно. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Даже не посмотрел на меня. Меня прислал хранитель Аквилус. Мне нужно поговорить о пилигриме. The Unity Pilgrim in particular, if that rings any bells. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity Pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. Давайте послушаем. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. А он был настырным. Может, в его словах скрыто какое-то послание? Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Можете что-нибудь еще рассказать об единстве? Besides what the Keeper would say about it? Sounds like a gathering point, or a center. Or, in mathematics, it would mean one, like the one, the first or the beginning.
Спасибо, вы дали мне много пищи для размышления. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Может, хоть Матео сможет разобраться в этой чуши. Ну или хранитель. Онкавиус. Тут, думаю, еще проблема в переводе. I have something for you. This place is a delightful relic tangled up with hope, grit, and science. Хранитель мог бы и к нам прийти. Well, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? В рассказе присутствованы использованы слова 2 и 2. Planets are often named by number. That second might mean the second Кстати, может planet быть. in the system. What else did you learn? Я разговаривал с фанатиком Варума, она сказала, что Дзендани сражался 4 раза в течение 120 дней. If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? В вашем рассказе Пилигрим размышляет о Инфинитиум де Аддендум. Это должно что-то значить? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Так называется одна из звездных систем. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Третий вариант фанатизма он отдает. Это просто слово, и я должен взять на себя ответственность за его поиск, а не молиться. And once you know, what will you do? Even the most objective scientist holds a belief that observation itself
will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not color your perception of it? Как может помочь разговор о неизвестном? When one is lost, looking inward can help show the way. Преимущество науки в том, что мысли человека можно проверить. So you intend to find the truth, and then have that truth confirmed by your peers. Unity is a reality born of observation and agreement? We intend to gather data that can be used to create models that help us predict the outcomes of processes in our universe. If you're saying the unity is beyond that, well, it sounds to me like we just need more data. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Ну вот возьму и найду истину. Индум 2 надо посетить. Такое ощущение, что это уже финал сюжетки. Но у меня еще много сил нет. Еще 2 неоткрытых храма. Задание поговорить с Владимиром нет. Let's see what's out there. Отдых пилигрима. Landing gear is ready. Sight is clear. Странная тут земля. Что это такое черное? Уголь, что ли? Уран. Хотя тут урана повсюду. Кто-кто? Жаба-морд. Быстро он его забрел. Нужно теперь найти подсказки по теме единства. Нельзя просканировать. You know, this abandoned homestead is actually rather charming. Странные камни. Нам, наверное, сюда. I should have packed a sweater or 10. Замерз. Сочинение пилигрима 2.
Вот в чем суть моих проблем. Чтобы чего-то добиться, мне нужно работать с другими людьми. Мне нужны помощники, мне нужны работники, мне нужны руки. В процессе совместной работы они неизбежно задают вопросы, и я не могу не ответить. Начинается все достаточно невинно. Они хотят понять, как человек, верящий в науку, может верить в божественное. Или у них есть свое собственное непонимание, внушенное каким-то пограничным религиозным пережитком. Моя слабость и неспособность оставить в покое. Я хочу, чтобы они поняли, поэтому я стараюсь как можно мягче подтолкнуть их сознание к правильному пути. Затем появляются последователи и последователи. Проблема в том, что я искренне забочусь об этих людях. Было бы гораздо проще, если бы я этого не делал. Было бы проще, если бы я нашел сначала первую запись. Так, тут уже 4-я. Поищу до начала другие. Тут 3-я. А где 1-я? Странно, что эти растения нельзя просканировать. Доступ к запертой комнате. Вот и 1-я. Не перестаю удивляться доверчивому простодушию обычных людей. Мои худшие инстинкты, злой дух, влекут меня к форме презрения к ним, но я помню, что мне доступно то, чего не знают они. Я не могу и не должен осуждать их за недостаток зрения, когда прекрасно знаю, какие повязки заслоняют им зрение. В конце концов, я и сам когда-то носил их. Я надеюсь, что они когда-нибудь поймут меня, но для себя я хочу, чтобы меня оставили в покое. Теперь к 3-й записке. Сегодня мой помощник мягким голосом спросил меня, есть ли что-нибудь выше единства. Я только и смог что не закричать, едва ли понимая, какое недоразумение могло привести к такому вопросу. Вопрос был задан честно, и я ответил как мог. Но если даже мои ближайшие доверенные лица не могут понять самых элементарных истин, то зачем я вообще стараюсь им что-то объяснять? Каждое слово, сорвавшееся с моих уст, будет проглочено. Неправильно услышано, неправильно запомнено, неправильно понято и неправильно переведено, прежде чем я успею дать хоть малейшее разъяснение. Люди необходимы, но люди — это безумие. Я попытался отстраниться, уйти в одиночество, чтобы по-своему пообщаться с единством. Они последовали за мной. Конечно, они последовали за мной. Наконец-то немного покоя. Кусочек мира... Это что-нибудь. Это смешно. Почему я пытаюсь быть смешным? Неужели они окончательно свели меня с ума? Есть ли разница между письмом самому себе и разговором с самим собой? Первый, конечно, кажется более приемлемым, чем второе. Я снова вспоминаю, что мой разум — это я сам. И что даже если существует только он, этого достаточно, чтобы я верил во все остальное. Единство вновь остановило меня. На этот раз я действую один. Пока что. Я сам грозный противник. И этого следовало ожидать, но тщеславие, к счастью, не входит в число моих пороков. Как бы то ни было, получается, что время, проведенное в одиночестве, в моем случае, это время с очень больным человеком. Или тем, чем я стал.
Мне не нравится этот человек. Где-то еще и 5-я записка есть, да? По крайней мере, задание не закончилось. Это что за фигня? Не долетаю. Слишком сильная гравитация на этой планете. Пятое сочинение. Я думаю о прошлом и о своем возможном будущем. Я представляю себе, как продолжаю идти по этому пути, приобретая все больше силы, все больше знаний, все больше развивая себя. Я представляю, как пройду еще раз в другой мир, чтобы начать этот процесс заново. Что примечательно, этот путь действительно кажется приятным. Каждый шаг — это внутреннее вознаграждение. Я чувствую, что предвкушаю удовольствие и вижу в этом будущем более удовлетворенную версию себя. Затем, чтобы рассмотреть все возможности, я представляю себе, если бы я пошел по другому пути, если бы я перестал бежать, перестал стремиться к обретению собственной силы, если бы вместо этого я внял толчкам сострадания, которые я чувствую в своем сердце, и позволил себе заботиться о людях, которые, кажется, собираются вокруг меня, где бы я не пытался работать, если бы я просто жил и учил, и, возможно, проводил других к свету и умер. Этот путь также кажется мне приятным. В этом будущем я также вижу довольную версию себя. Но вот в чем разница. Когда я перестаю думать о славе, которой я мог бы достичь сам, удовольствие почти сразу исчезает. Когда же я перестаю думать о том, чтобы остаться и что-то построить, это ощущение сохраняется. В этом есть что-то более устойчивое, более насыщенное. Я не знаю, что означает эта разница, но я благодарен за время, потраченное на то, чтобы заметить ее. Похоже, он попал во временную петлю и начинал все каждый раз сначала. И получается, разные версии его приходили раз в неделю. В те же храмы. И разные его версии сражались. Разблокировать личную комнату. Если вы пришли в поисках правильных ответов, вы будете знать, какой вопрос задать. Как открыть эту дверь. Что такое единство? Подсказки к ответам в этих записках, да? Я отвечаю на ваш вопрос вопросом. Если вы читали мои труды, то что за бремя лежит на людях? Люди необходимы, но люди — это безумие. Кто является вашим самым грозным соперником? Я. Откуда берется постоянное удовлетворение? В развитии. Это ответ, но это не мой ответ. Найдите мои труды, внимательно прочитайте их. Я только в конце ошибся или... Тут итоговый результат был. В остановке в принятии сострадания. Вы пришли сюда в поисках истинного смысла единства. Если вы все еще хотите найти его, то в соседней комнате находится последняя частица меня самого. Я давно нашел свой собственный ответ, но не так, как ожидал. Я надеюсь, что ваш путь приведет вас к истине.
Заключительное письмо. Тела нет. Я думал, тут будет его тело. Навсегда увеличивает урон от баллистического оружия на 5%. Неплохо. А ты все это время тут сидел на стуле, пока я спал? Заключительное письмо Пилигрима. Я не знаю, каков правильный ответ, и, возможно, никогда не узнаем. Однако мне все больше нравится не знать. Чем больше я размышляю о том, что нахожусь здесь, в этом мире, в этом времени, тем больше мне кажется, что это именно то место, где я должен быть. В этот раз все будет по-другому. Речь не будет идти обо мне, и мне не придется бежать. Я могу действительно построить что-то с намерением, а не пытаться исправить то, что другие создают от моего имени. Это может быть что-то полезное. Я могу стать чем-то полезным. Я оставляю позади того другого человека. В этом мире нет места для него. Пусть он умрет, а я буду жить, чтобы просветить благословенную вселенную, лежащую передо мной. Ты нашел конец моего пути, но чтобы познать все, нужно найти его начало. На острове Хула-2, видимо на планете Хула-2, остров скрывает Скорпиона, а жало Скорпиона скрывает правду. Найти жало Скорпиона на острове. Больше тут ничего нет. Нифига себе, как далеко следующая планета. Ладно, думаю, надо закончить на сегодня. Уже очень поздно. До следующей планеты уже в следующий раз доберусь. Ну и думаю, в следующий раз закончу основную сюжетку. Можно будет перейти на НГ+. Ну и можно будет посмотреть на побочные квесты тут. Пока я, например, вообще не представляю, зачем, допустим, строить аванпосты на планетах. Просто для тех же исследований очень мало материалов нужно. Хотя, может, там потом откроются какие-нибудь исследования, для которых нужно будет много всяких ресурсов. Но пока, на мой взгляд, проще просто купить нужные ресурсы для исследований и все. Ладно, всем спасибо за внимание и спокойной ночи.